Так, нормально? Привет, привет. Включи, горит солнце, Монако. Я ее добавил в плейлист. Там, если что, включится, не включится. Так, ну чё, всем привет. Кто подключился, кто не подключился. Все остальные подключатся потихонечку. Начинаем наш пятничный стрим. Так, дайте обратную связь. Нормально слышно меня? Или нет? Ну, с музыкой понятно. Я потише сделал. Должно быть нормально. Пу-пу-пу-пум. Сегодня постараемся стрим не затягивать, а то завтра рано вставать, блин. Несмотря на то, что выходной, суббота. Вот. Поэтому приступим. Так, что у нас сегодня стрим? Вонг на ЧК. Все ждали Вонг. Все, кто хотел, залил. Я только на одном твинке сегодня полил чуть-чуть. На остальных я еще особо не лил. Вот поэтому мы зальем всю ЧКу, которая есть. Ну, где там, допустим, ее не надо копить. Ну, вот. Поэтому зальем там по 3-4 круга. Вот. Анубиса тестили, стрим есть на ютубе. Так, первый твин у нас Кортес. Тут 429 чеки. Это пивной твин у меня. Тут пивко пока копится, поэтому можно спокойно 400 чеки слить. Единственное, что я пока не знаю, куда лить. Здесь. Вроде здесь и рец есть. То есть у нас что получается? Может, не знаю, может зло залиться. А жопа есть тут? Жопы 4 копии. Ну, давайте в зеленку зальем тогда, раз жопы 4 копии. Вдруг, а хотя с другой стороны, ведь жопа сейчас так будет, да? Что там, 4 копии есть? Блин, да тут есть это. Короче, нет, я не вижу смысла, наверное, сюда польем. Вдруг там матик упадет, там, да и могила, в принципе, неплохо, да и Акаша тоже сойдет. Такой боевой твинец. Синьку точно не вижу смысла лить. Вот. Короче, погнали. Погнали, ребята. Давайте заливаем сюда 400 в зло. Будет у нас первый. Посмотрим, что у нас упадет. Так, ну, кормец. Так, идем дальше. Угу. Ну, а в целом, пока тут будем заливать ЧК, так поболтаем. То есть сейчас, как вы все прекрасно знаете, проблема с донатом. Вот. То есть, как говорится, нашими петлювыми умами был изыскан способ донатить через Apple пока. Вот, но скажу так, что разработчики усиленно работают через меня над способами, чтобы мы могли здесь делать покупки. Вот, я с ними плотняком уже вторую неделю работаю. Пробовали, что только уже не пробовали. Из последнего пробовали Alipay. Вот сегодня буквально
тесты завершились. С Alipay пока не получилось, поэтому я им лоббирую, как бы, чтобы они в Huawei галерею добавили. О, ничего себе, смотрите, Anubis здесь упал. Прикольно. Прикольненько, да. Дела нормально, что, дом работа. Вот. Погода плюс 5 нынче, ой, минус 5 нынче. Не удивительно, хотя, в принципе, еще март, должны холода быть. Вот, зима. Посмотрим, насколько быстро весна наступит у нас. Может быть, надеюсь, на май хотя бы. Вот. Обычно к концу мая у нас уже перебывать машин начинает и все такое. Вот. Так, ну Anubis тут нафиг, конечно, не сдался, на самом деле. Лучше бы, блин, могила бы упала. Или что-нибудь еще. Ну ладно, продолжаем лить. Если здесь Anubis упал, значит на мэйне он не упадет. Потому что на мэйне 500 собираюсь залить. Похоже, ни хера ничего не упадет. Этот вин съел Анубиса. Хотя кто знает. Посмотрим. Так, ну. Пока тихой сапой идем. Что-то я... О, смотрите, могила, отлично. Могила здесь зайдет, да, топчик. Хотя бы томатика бы тоже бы. Потому что на этом твине неким фармить, к сожалению, боссов месячных. Вот поэтому я тут растил томата. Ну вот сейчас Е4 будет уже неплохо. Вот с Е4 можно полупасить. Как говорится, ну вы даете. Евгений, вы что такое говорите? На Кубани весна не придет. У меня мама в Кабардинке. Там вроде как тепло у них уже. Вот. Но я не спрашивал, правда, в последнее время. Смотрите, бомб нападала. Бомб нападала просто от души. Бомб нападала от души. Так что да, боремся с покупками. Конечно, такая подстава от Гугла жесткая. Я что только, если честно, не перепробовал. И карточку Union Pay там заводил. И GSB эту японскую. Короче, вообще никак. Вот. Ну, единственное, там, просто я китайский не знаю. Теоретически карточка подхватилась гуглом, если с-под китайского аккаунта заходить. Ну, блин, там иероглифы одни. Я, в принципе, просто даже не знаю, что там выбирать. Кто где живет там и так далее, и так далее. Ну, короче, я запутался и плюнул на это дело. Тем более на айфоне способ появился. И как бы, опять же, смысла особо нет, потому что Google цены вообще супер жестко поднял. Так, нам 50 чеки осталось залить. Угу. А, блин, смотри, чуть-чуть не хватит. Ну, до крита добьем, конечно. Угу. Вот. В целом, да, кто хотел вонг, тот собрал. Кто как бы инвестировал в этого перса, это отличная, суперская инвестиция. Вот. Отличный герой в PvP, отличный герой в PvE. Вообще супер. Прям суперский. Мне очень нравится. Так, и вот, по-моему, все. Сейчас это последняя десятка была. А сейчас до крита нам надо раз, два, три. Давай. Ну, понятно. Нет, ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Давайте, раз уже так пошло, давайте еще это, в принципе, на этом маке реплейснем зло. Ну, давайте ходока покрутим. Я сегодня на твине выбил 2 томатов здесь на обмене. В Е6 вывел. Вообще прям ему зашло. Вот, тем более там тоже так и нет. Е6 томатик зато появился. Ну, отлично. Отличненько прям. Батчер. Ну, Краснодар тема, да. Я там каждый год бываю, когда проездом к маме в Кабардинку на машине езжу, заезжаю всегда. Что-то Цезаря пихают. Есть у нас цена Цезаря было забрать? Давайте Цезарь. Цезарь если лезет, значит надо брать Цезаря и Цезаря крутить. Как у вас там сахар продают? У нас, представляете, сахар в городе исчез, вообще такая дичь. Я просто ржу, блин. Дома все, сахар закончился сегодня. Это просто трындец какой-то. Вообще, блин, просто идиоты, вот, честно. Ай, блин. Так. Блин, вообще неблагодарно это дело, конечно, крутил его наводить синьки, ну, блин, ну что делать? Приходится тыкать. Ага. Посмотрим, не знаю, упадет, не упадет что-нибудь. Так, я сейчас Корпа, да, кручу.
Вот, смотрите, Цезарь опять выскочил. Цезаря крутим. Получил. Да, вообще огонь. Крутили Цезаря, крутили Скорпиона, получили Цезаря, крутанули Цезаря, получили Скорпиона. Блядь, замкнутый круг. Ай, блин. Уже 3000 скрутили. Да, 7000 синьки это очень на самом деле мало. Я даже больше скажу, это что-то крутанул, не помню. Ну, прилично я крутанул синьки. Да сейчас появится уже ажиотаж почти прошел. Все наркоманы затарились, кто хотели. Смотрите, вообще в упор. Ты Скорпиона этого не крутим. Давайте это... Да, вообще жесть. Сейчас. У нас и такая же херня. Все эти сетевые, в них нет сахара. И даже больше. Они там просто, ну, то есть там продавщицы все эти разбирают, кто там работает, работники. Вот реально, ну, это как бы у нас в городе это выяснилось. Вот. Накатали телегу там, как бы, ну, я не знаю, смысла вообще никакого не вижу. Вот. Не знаю, на выходных схожу, хоть каждый день заезжай. Конь. Давайте коня покрутим. Конь скрита, богатырский конь. Ну, вряд ли уже что-то выпадет, наверное. Блин, хотелось бы могила какая-нибудь. Ну ладно, и томат что-то нас не подфартил. Ну все, Русь, засылай мне сахара, пожалуйста, почтой. Ну реально, без шуток уже, блин, писец. Это же, ну это же прикол. Замес начался по поводу сахара. Она говорит, ты в курсе? О, отлично, томат. Она говорит, ты в курсе, что у тебя сахар заканчивается? Я говорю, сахар не буду есть. У нас перекрестка нет. Я говорю, я сахар не буду есть. Она говорит, ну все, я тоже не буду есть. Я ей такой говорю, короче, это. Я говорю, сделай мне медовик. Она же сахар. Она говорит, ну блин, там же сахар нужен. Говорит, да мне похер. Я говорю, я сахар не ем, а медовик я вот хочу. Короче, поржали. Конечно, да. Я на самом деле заменитель же сахара есть, но это, конечно, не то пальто. Так, ну все, последнее это. Шип. Понятно. Ну, в принципе, на самом деле, достаточно удачно все получилось. И 4 томата у нас здесь будет. Ну, прикольно, я не знаю, есть корм? Корма нет. Ну ладно, похер. Так, здесь мы слили, отлично. Идем дальше на другой аккаунт. Так, давайте лут соберем. Все, получили, все. Итемы. О, нет, итемы. Надо еще итемы. Давайте будем еще скины открывать, точно. Так, 400-240. Ага, берем вот эту штуку. Открываю сундучок. Давайте, чтобы было интересно. Да, эти ублюдочные. У нас и магниты пятерка просто только. А, еще монетка есть. Ну, как бы, ну, монетка такое. Так, давайте посмотрим, что тут. Смотрите. Томат. Тут уже есть, сука, скин томата. Вы что, издеваетесь? Ай, блин, хохма. Ладно, томата получил. Так, ладно, идем дальше на другой аккаунт. Да. О, господи. Угу. Грузим дальше. Да, забавно. Не, ну это эпик. А на самом деле я сегодня вскрывал осколки на мейне, ну, которые с месячной карты, осколки скина элитного. Вот, мне вторая ария уже выпала, ну, которая невеста это. Вот. Так, что, у нас тут есть кэп. Кэп 530. Ну, в принципе, тут этот следующий чувак, который мне пиво будет крутить, поэтому я думаю, ну, мы уж накопим через чеку-то, да? Так что можно смело сливать здесь 400 тоже. Угу. Погнали. Так, а вот здесь кого мы будем здесь лить? Так, а что тут есть-то вообще? Тут вообще ни хера ничего нет. Такой мертвый Ачинск на самом деле. Ну, олива есть уже неплохо. Так, ну-ка. Тут есть 3 жопы. 3 жопы есть, в принципе. Ну, так и здесь есть. Ну, давайте на зеленку сольем. Посмотрим, что упадет. Зелен, почему бы нет? 400 зеленки. Блин, герой РС это такая инвестиция очень дорогая на самом деле, поэтому тут 20 раз нужно подумать. Малтаэль он рабочий, он будет работать и работать и работать. Вот. Но 80 рубинов, блин. Если бы брать чисто в профите, я бы лучше прецу выкачал. Это дешевле,
на порядок в рубинах, это больше профит в PvP, это больше профит в PvE. Поэтому, естественно, мой выбор однозначно это Рец. Вообще в эту эпоху сейчас что происходит, тут что новый герой выходит все круче другого и так далее, ну, или примерно равный, и они там коксу дают РСным героям, ну, тут да, однозначно. Так, ну, сейчас будет первое у нас этот, криточек будет. Афра. На этом Аки была Афра, да, кстати. Хозяин бывший топил за эту Афру мне. Я только начинал играть. Ну, Афра. У меня Афра была докачана максимум до И2, потом я ее разобрал, скормил в Акаш. Он продолжал всю Афру качать. Хотя я сразу просек, что Афра уже все сдала позиции. Хотя на самом деле ее только бафнули тогда. Ну, она так неплоха была, но уже все равно сдавала на фоне там Акаш. Ну, всех этих новых героев, там Аой, кто выходил. Лилит потом еще. Вот. Хотя, кстати, 1 на 1 в турнирах же часто Лилит в то время ставили, кто выкачал. Ну, они такие понтили там. Да и Лилит там одна соло разматывала пачки целые. Вот. И Афра 1 на 1 это выкашивала Лилит. Ну, так ловили эти на чампах. Вот. Так. Ну, пока один корм, да? Что вообще не очень слабенько. Слабенько на зеленочку в этот раз. Идем. Так. Что-то сцилла тоже сыпется, как упоротая. Интересно, вот сейчас будет сейчас скоро снова какого-нибудь героя бафнут из старых. Вот я думаю, кого же из старых бафнут? По-любому это герой, который в норе. Вот, который будет по полю доставлять. Я вот просто думал, а что у нас со старых-то? Что можно апнуть? Ну, кроме там Каталины какой-нибудь сраной или что-нибудь еще. Че налили арт на снижение урона и вперед? Ты о чем? Вы о чем, Евгений? Луна упала с крита. Тут, кстати, Луна Е4 была. Да, дойдем до этого. Как я на мейна перейду, вот, смотрим обязательно. Я расскажу, что да, как это работает, то некоторых вопросы возникают, чтобы понимали. Так, сейчас посмотрим. Тут соточка, по-моему, осталась, да? Господи. 70 чеки осталось сливануть. Ну вот как раз до крита. Бульканье водички это святое, конечно. Скажи спасибо, что не кальян. А то ты свистел бы как-нибудь там. Так, 2, 3. Ну хотя в принципе что. Ну, короче, вот получается вообще ничего не упало, да? Я 300 чеки слил, 3 крита, вообще лосось получается. Ничего интересного, никакой не Дианы. Да, это нормально, я так лил много раз. Так, все, последняя десятка и плюс до крита добиваем. Раз, 2, 3. Последняя. Тоже это говно, тут Е4, по-моему, было. Оно не было, оно есть. Может, сяму Е6 собрать будем, буду пулять. Так. Ага. Че, скин берем? Забираем лут. Берем скин. Так. Посмотрим, что у нас тут получилось. О! Отлично. Хороший скин. Можно вскрыть. Олива есть. Зайдет. Душевненько. Все. Так, здесь мы залили. Да, идем дальше. Так, ну вот на этом маке сильно много лить не надо, получается. Тут это так у меня. Если не ошибаюсь. Ну да, я не ошибаюсь. На этом маке на Анубисе надо будет 200 чеки слить. То есть 200 чеки оставить. Даже сотку можно оставить. Сотка за месяц наберется, я думаю, спокойно.
Вообще-то Евгений, там Павел сверху написал про новое событие. Если вы не заметили. Или вы только читаете свои сообщения. Сам написал, сам прочитал. Так. Заходим. Что такое? Вот. Блин, обновляться надо. Так, давайте. Так, что у нас здесь на этом маке? Тут у нас есть 394 чеки. Ну, получается, 300 можно слить, да, сотку оставить. И там еще сотку, то есть всего 200 надо. Только лить здесь я даже не знаю куда. Тоже зеленку, что ли? Жопа нужна, жопу надо на всех этих твинаках жопу собирать однозначно, потому что ну, короче, нору бурануть до 20-ки и просто тут собирать. Я перестал на твинах фармить нору, это настолько долго, вот просто нору прогнать с 15 до 20, ну нахер. Вот, поэтому жопу собираю, быстренько до 20 прогоняю, по 15 чеки собираю и все. Ну не знаю, или попробовать зло закинуть. А то что тут... Че, ребят, куда бы залить бы? Теоретически. Тут есть 4 копии и 5 жопы. 5 жопы есть и... Тут жопы нет уже? Нет. 5 жопы, блин, ну 3 жопы мне точно не упадет. Это что-то на грани фантастики. С другой стороны, мне нахер не нужны 3 жопы. Скоро я просто куплю здесь и все. 524 вон гема. Ладно, давайте зло зальем, вдруг Анубис упадет другой. Это дело такое же, да, как говорится. Давайте зло зальем. Может там это могила упадет, не знаю. Так. Да ну, в РС, не, в РС я точно лить не буду. Ну это бред сивой кобылы. Давайте в зло. Льем в зло. Может это так разогреем зло в части, чтобы на мейне повезло. Зло на мейне повезло. Да, давайте попробуем. Вдруг оно без упадет, правда что? Может упадет, может не упадет. Ну и томатик тут пригодится, да и могила тоже. Тоже насчет могилы задумался, что могилу, наверное, Е6 я свою разберу и сделаю несколько могил Е4. Вот, буду сейчас вот поэтому я злой хочу залиться. Кстати, на твине тоже сегодня Гаргона упала, на котором, кстати, нужна Гаргона копия. Как-то все достаточно удачно сложилось. Томат упал, Гаргона упала. Вот. Так, мы сотку здесь же, да, вставляем? Угу. Если Анубис упадет, вообще можно все 400 слить. Ну, конечно, вряд ли упадет, но мало ли. Ну, можно покрутить синьку, кстати. Чего нет? Смотрим. Так, мы в прошлый раз, получается, крутили там этих. Надо разных героев пробовать крутить. Угу. Что-то, кстати, я не понял. Мы уже сотку же слили. И упало что-нибудь? Ну да, сотка уже слита. А что падало-то за сотку? Я так и не понял. Какая-то дичь, короче, какая-то. Угу. Да, что-то вообще тут беда какая-то падает. Зачем несколько могил? Ну, у меня есть мысль... Ну, во-первых, не для чист пачки. У меня есть темпы. Вот. Я с темпами бы не прочь собрать там могила пак. Вот, типа того. Альфа упала. Мразь. Все, у нас сотка осталась. Что-то вообще беда. Прям ни одной элитки нормально не упало. Вообще ни одной элитки. Я даже так скажу. Могилы несколько, ну, они все там накидывают дебафы и прочее. Вот. Гаргона упала. Не скрита замечу, да, заметьте. Ну, тут Гаргона нахер не нужна, она никогда не соберется. Ладно, чё. Вместо Анубиса упала Гаргона. На мэне вот как бы я ни от могилы, ни от Гаргона не откажусь. Ну и от Анубиса тоже не откажусь, потому что мне не все нужны. Так, а что-то запутался. Что-то, ну сколько у нас осталось залить? 4 еще осталось залить. Ага, ну вот как раз 4. Угу. Чека уже пободрее стала копиться, слава богу. Вот. Поэтому
Можно спокойно себе позволить. Так, ну все, последняя десятка. Начинаем крутить, синьку покрутим. Ага, тут птичка упала. Да, не судьба. Жалко. Так надеялся еще соточку крутануть за счет. Ну, давайте на реплейсе попробуем. Я не знаю. Так я не знаю, давайте блока покрутим. Угу. То есть мы, получается, крутили с вами Скорпа, крутили этого, какого, беса, забыл, Джорджа Цезаря, которого. Угу. Стичет монстр. О, смотрите, еще одна горгона. Две горгоны. Че, горгона, что ли, собирать? Вот это вообще перц. Можно покрутить коня. Тут конь 4, кстати, был. Может, когда не соберется, да и горгона как-никак, что. Ходок, не, ходок нам не нужен. Ну тут смотрите, вот элитки пока скритов были. Да, мало синьки. Ладно, будем надеяться вдруг. Угу. Так. Альфа. Че, может блока взять? А есть еще блоки? Здорово, Сань. Скорб. Это, конечно, нормально. Блин, уже, по-моему, вонк обсосали уже 20 раз. Везде. До сих пор такие вопросы начинают поступать. А вонк нормальная? Конечно, нормально. Она топ. И в PvP, и в PvE топ. В PvP там вообще она бодренькая достаточно. Я сегодня ниндзя, ну, с гильдии собрал, он тоже, я ему там пачку поднастраивал под нее. Ну все, последнее, больше не буду, в принципе, крутить бомба. Ну все, хана. Короче, ничего не получилось, придется тут копить. Так, а тут, кстати, к сожалению, не хватит, по-моему, да, итемов купить сундук. 350, ну это, короче, полтинник там надо будет тут словить, закрыть вот это вот 200. И будет тогда. Ну ладно, чё. Пусть купится. Так, ага. Так, в принципе, здесь все получается. Что у нас дальше? Так, сейчас думаю, какого твина нам бы дальше закрутить. Наверное, кого-нибудь из основных твинов. Сейчас запустим тогда, ага. Да-да-да, афропушка. Альфа в начале? Да, можно, если копии падают, можно скачать, конечно. Потом ее скормить там или это поменять. Никаких проблем абсолютно в этом плане. Так. Угу. Сейчас только надо это подогнать тут размер. Так, подогнать пойдет, интересно. О, господи. Что-то тут это не влазит, слышите? О, так вот вылезло. Так. Ага, окей. Заходим. Всем привет, я только смог присоединиться. Вот Илюха, ты филончик. Полчаса уже прошло. Так, 560 здесь есть чеки. Ну, в принципе,
Че, сейчас подумаем, куда можно залить. Так, зеленка здесь точно нет смысла никакого. Синьку тоже не вижу смысла лить. В хаос подлить, что ли? В хаос тут... В хаос тоже, кстати, жесть. Блин, слушайте, вот это да, вот это дилемма, куда лить. Ладно, давайте в хаос. Че, ради интереса. Ну тут реально, тут все практически это. Я тут в РС еще лил тоже, типа, потому что, ладно, давайте хаос. Вдруг там рец упадет, не знаю, пофиг вообще. Давайте 400 в хаос и скин берем. Смотрим, что здесь упадет. Две ливы здесь. Ну, представляете, вот тут вообще нахер не нужен хаос. Ну, так, если посудить. Что-то может упасть за хаос. Вообще ни хера. Еще икона не падает, нифига. Да уж. Ну, этот вин вообще раскочегарился, конечно, по чеке. Ну, за счет того, что я на нем собрал сразу жопу. И это... Просто сейчас инвестиция в жопу дает о себе знать. Инвестиция в жопу, блядь. Звучит, конечно, забавно. Так. Ага. Смотрите, корма насыпала. Насыпала-то. Да, рец был бы неплохо. Реца бы здесь было вообще отлично собрать, но не факт. Не факт, что получится. Какая-нибудь залупка обычно пойдет. Ну, он типа яйца. Ну, яйцо, кстати, здесь копия нужна была, кстати, да и 4. Отлично. Да зачем РС открывать? Айбек, вот объясни, зачем открывать РС? Вот хотя бы просто назови одну причину. Зачем мне РС открывать? Просто чтобы открывать? Нифига себе, смотри, сколько корма сыпет. Я вот РС не открываю вообще, принципиально. Просто. Не вижу ни одного смысла. О, ничего себе, смотрите, 4. Ага, кормец. Да. Так. Крутим, вертим. Я вот на твинах на всех перешел в режим, как бы, что я открываю тупо чеку каждую, и все остальное все докупаю за рубина. То есть, ну, не считая, что этот Гаргону, правда, пропустил на всех хаках, ну, как бы не критично. Но Рец, Вонг, вот, я залью, это, там будет Анубис, у кого 400 смогу открыть, я залью тоже 400. Что-то мы крит, кстати, пропустили. Что было-то в итоге? Да. Топ для ПВП. Ну, блин, сложно сказать топ для ПВП. Все относительно в этой игре. Просто топовый, ну, как бы, основа там, ну, то есть сейчас обязательно там в пачку олива, рец. Ну, то есть я считаю, это как бы база, основа. Вот. Остальное уже варьирует. Туда что-нибудь добавляешь, оно уже играет. Но это сейчас, на сегодня. Завтра неизвестно, что будет. Поэтому все вилами по воде писано. Сегодня так, завтра так. Давайте еще сейчас криточек слоем хоть. Ой, еще смотрите, Эдс один. Ну вот Эдса соберу здесь. Будет мистер Эдс. Так, супер инвайт. Так, 90 осталось. 90 заливануть. И отлично. Тут как раз еще на один крит и все. Вся информация в телеге. В телеграме. Ссылка на телеграм в описании к видео. Либо Discord. Но Discord там уже комьюнити практически не сидит. Мы все в телеграм перебрались. Вот. Ну и там меньше инфы. Витек. Ну, Витек он такой. Да, он может там наговнить, но он уже... Из основы он уже выпал, ну, достаточно давно. Ну, может, да, он еще может. Такой достаточно полезный. Единственное, что он на рейс сильно просел, поэтому как бы он теперь только в PvP играет. Ну, если так посмотреть. Яйцеголов, да, он никакой. На самом деле мертвый вообще. Так, все, 20 осталось ливануть. Десятка, еще одна десятка и все. Смотри, бум. Макс, что ли? Блять, Макс. Макс. Ладно, все, ливанули. Ну, 2 яйца неплохо, в принципе. Так, синьку здесь крутить не буду. Что-то лениво и не хочется. Так, давайте перейдем на другого твина. Давайте сейчас скин откроем. Да, скин. Мы же должны скин открывать. Так. Glory Celebration.
Ну, пока нет. Я с Ютуба и не уходил, просто он мне не работал. Вот. Тут же санкции, шманкции. Короче, у меня до сих пор толком нормально не работает, но в этот раз... Смотрите, Гаргона. Ничего себе. Гаргона, который нет. Слушайте, ну вообще неплохие скины падают. Наверное, тоже скин возьму. Ну нахер этого героя, блядь. Еще упадет какое-нибудь говно. Давайте. Ну да, скин. Не, ну прикольный скин. Пусть будет. Я сейчас вот морду себе Гаргона поставлю. Че, я плохой, что ли? Я не настолько хорош, чтобы не поставить себе морду Гаргона. Ну, смотрите, какой топ. Так, с этим маком мы разобрались. Переходим на другой. Так, другой у нас это вот Twin с Элис будет. Загрузим. Еще Гансер остался. Ага, еще там, еще мейн. Ну да, уже осталось чуть-чуть. Можно будет это... У меня уже на мейне там все готово, там только чеку 505 кругов слить. Кстати, Антоха тоже что-то хотел. Ну, что-то он молчит. Спать, что ли, лег? Не знаю. Антох, ты тут? Ты что же хотел, чтобы я на твоей маке слил чеку? Какой еще ледяной ходок упал? Какой скин? Ты про чё? А, ты имеешь в виду ледяной ходок? А, ну да. Ну видишь, он там всем падает, и он двоим на канале упал, вообще реца. Вообще дерзкие все такие, прям куда деваться. Так. Угу. Сейчас переключимся. Ой. Угу. Так, что у нас тут есть? 265. Так, ну нуп мне тут не нужен точно. А вот вон пригодится мне. 265. Давайте посмотрим, что у нас по итому. Ну вот, отлично, еще есть. Так, Тох, я ж тебе пишу, что я тебе помню. Ты просто напиши мне на канале. Ты на... Так, 34. Что у нас получается? Ой, ну 3 сотки мы... Вот, Тоха, короче, говорит, вспомни обо мне, как пока есть минутка. А он, оказывается, стрим даже не смотрит. А я про него тут говорю. Так. Ну, 3 соточки сливаем, да, спокойненько. Угу. Так, единственное, здесь что куда сливать. Давайте подумаем. Ага. Ага, 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 ага. Блин, тут реально вообще некуда сливать. Так идишь. Тут похер вообще. Синьку точно нет смысла. Чё я гоню? Нет, тут жопу надо. Тут жопа тут ждет нас. 4 копии жопы, 2 Дианы еще есть. Еще Диана. Давайте зеленочку здесь зальем. Так. Зеленка. Залетаем. Пойду, говорит, тоже поиграю. Ого, ничего, пятаков нападало. Душевненько прям тогда. Так. Ну, пока говно всякое падает. С другой стороны, тоже тут как бы зеленку лить. Ну, чисто из тех позиций, что тут есть некоторые герои. Так-то я говорю, через неделю выходит уже жопа, скорее всего, в чеке. Ой, в зарубины, поэтому ну, в любом случае докупать придется так или иначе. Ну ладно, чё. Заливаемся, а вдруг, как говорится, а вдруг. А вдруг только может антилопа упасть, наверное. Так. Крит. Первый крит пошел. Медведь. Ну тут медведь уже есть 6. Поэтому такое себе.
удовольствие. Ну ладно. Мне, кстати, вот интересно, я прошлую чеку, я на жопу, ну, на жопу, помню, зеленку заливал, получил жопу с первой сотки. Прошлую чеку я лил, получается, тоже на Араше в синьку лил. Первой соткой получил вонг, последнюю копию, ну, DE6. Как-то вот так вот все сложилось достаточно удачно на мейне. Посмотрим, как в этот раз будет. Через недельку можно и V6 вывести. Да хрен его знает, они как бы... Просто тут надо понимать, что Мэй сейчас, помимо жопы, единственная, кто валит медведя в норе. О, смотри, Диана, неплохо. Вот. Кослан в PvP имба, и у норе он в принципе 15 дает возможность разогнаться, 15-17 он вообще всех просто шатает. Вот. И в PvP он имба. Ну, вот. Поэтому тут, говорю, все настолько это. Медведь и Лансер, нет, они уже как бы так, середнячки такие. Медведь после апа неплохо, он в плане живучести очень хорош, сейчас его под оливу можно ставить. Он и оливу, по сути, отхиливает, она же распределяет хп. У медведя хп просто немерено. Если его там на хп еще заточить. То есть, ну, я такой сетап делал там. И он рабочий реально. Вот, медведь стоит как упоротый. Тебя просто убить не могут под оливой. Медведь и олива вот это в паре. Прям отлично работают. Я бы на Кослана бы рассчитывал все-таки. Вот. Кослан как бы в этом плане поинтереснее. Потому что, я говорю, сейчас жопа выйдет. Ну, блин, она босса медведя, конечно, не будет. Да, но с другой стороны, может какой-то герой скоро выйдет. Ну, не знаю, Кослан интереснее, по мне. Хотя Мэй, говорю, Мэй тоже неплоха. Так, что тут у нас? Ой, все, 3 круга есть. Так, ну все, до крита добить нам, да и все. Раз, два, три. Афра. Да, все относительно. Я, как я всегда говорил, еще дорогая ложка к обеду. Мэй была актуальна, и сейчас актуальность ее достаточно падает. Я думал вторую собрать, и сейчас я... что-то мне жалко рубинов. Вообще прям, я на вторую я не стал трогать пока. Думаю, ну, живу я без нее, и так нормально. Что, в мировой вроде выступаю неплохо, без двух Мэй. Вот. Кослан второй мне вот сейчас бы интереснее, кажется, конечно. Ну, до Кослана еще долго, успейте рубинов накопить. Так, здесь мы 300 слили, получается у нас итемов здесь не хватит на это, да? Значит, подождем. Так, что, переходим тогда, получается, на твина, где Вонг, потом еще один твин, потом мейн. Так. Угу. Блин, господи. Приходится все время поджимать. Так, тут этот твин закроем. Так, ну здесь... Ой, блин, господи. Так, ну на этом твине здесь 2 сотки всего льем, потому что больше нет смысла. 2 сотки куда лить? Я даже не знаю, куда. Зеленка. Одна копия это. Блин, ну не знаю, ну давайте в синьку также ливанем, а чё нет. Вдруг в принципе Витаса копия нужна. Вряд ли упадет, конечно. Зеленку что ли ливануть тоже? То что по жопе, кстати? Зажопить. 5 копий жопы. Давайте зеленку, так что делать? Ловим жопу. Что-то жопа ни разу, да, нам не падала сегодня? Тоже Вонга Твин. Я им тоже сейчас не фармлю нору. Я просто захожу, собираю 15 чеки и выхожу, и все. Потому что, блин, 15-20 бурить, но это такое так себе удовольствие. Хотя я здесь вот специально собрал Мэй. Потому что тут пару копий было, поэтому я добил. Вот. Но я ее и 4 только сделал, тупо из-за норы. Чтобы медведя рубать. И опять же в эту самую нору не хожу, короче. Ржака. Писец.
Сиама скрита, что ли? Сиама скрита, ага, представляете. Да, не видать тут жопа, похоже, к своих ушей. Ну и ладно. Пофиг на эту жопу. Но надо добить. Как говорится, начали уже. Будем добивать. Я тут, может, ливану. Вот как раз 400 может на этого. На Анубиса ливану. Вот, пусть пригодится. В любом случае, Анубиса ради боссов есть смысл собрать, когда он выйдет. Вот, чтобы боссов шотить. Потому что боссы есть боссы, да и в PvP он неплох, в принципе. Я его не считаю супер-пупер имбой. Но он хорош. Так, по-моему, последняя десятка, да, осталась? Ага, последняя десятка. Так. Ну, давай, последняя десятка. Бум-бум-бум. Бля, Таксарис. Таксарис скрита. Так, забираем. Давайте тут, кстати, сразу это... Ой. Ванганем сразу. Ванганем. Все-таки тут вон как-никак. Так. Пи-пи-пиу. Так, все, последний твинец остался у нас, получается. И переходим в тяжелую артиллерию, это мейн. Так. Ой, не тот твин, простите. Так. Грузится потихоньку. Так. Фарм. Откуда Крис столько ген? Ну как фарм в плане, ну разгром. Разгром, там эти твины стоят на 8,5, уже 8,9, кто где. Уже хер знает сколько. Поэтому там гены копятся, а героев я там не собираю. Просто лениво. Так. Так, а что у нас здесь? 472. Ну, тут есть смысл 400 ливануть, да. Так, сейчас я подумаю, это куда? А, погодите, у нас по пиву здесь что? Этот у нас чувак, еще у нас... Ну, короче, все нормально, все складывается как надо. А, так, а здесь что лить? Вот тут я не знаю, тут тоже зеленка, в принципе, как вариант. Есть жопа. Раз, и есть... еще 3 жопы. 4 копии жопы есть. Плюс тут Сильвер вроде как бы я бы не отказался бы от копии другой. Плюс одна копия сейчас там будет. Хаос нет смысла лить. Зло. 2 гаргоны есть. Ну, не знаю, так себе. Конечно. Зеленка, зеленка. Да, что мы должны же поймать жопу. Давайте в зеленку похер вообще. 400 в зеленку, все. Заметано. Откуда, говорит, столько генов? Так это ничего, немного генов. Просто как бы несколько героев собрать и все. Вот на мейне у меня много генов, да, там факт. Учитывая, что там сколько героев собрано, вот, и сколько еще генов в запасе, ну вот там нормально все. Там все схвачено. Ну, для ПВЕ боссов лупить, да. Боссов лупить пригодится. Больше ни о чем. ПВП, как бы, сомнительная ценность. Я никогда от нее не фанател. Вот, ну, так себе. Хотя, может быть, там в какой-нибудь компашке она и заиграет, но в целом. У нее слишком, ну, как бы у нее урон есть, но, в общем, ее уроном, от ее урона отлететь, ну, достаточно проблематично, тем больше солива есть. Ну, короче, бля, коза упала.
Сцилла скрита так себе. А пофиг, заливаем. Вдруг Дианка там что-нибудь еще упадет. У тебя там Диана упала, да? Где надо было, там как раз упала Диана. Корм. Ничего интересного. Блин, надеюсь, мейн-то хоть меня порадует. 500 в зло залетит. Так-то не хухры-мухры по-хорошему. Ну, сейчас вообще что-то беда прям. Слушайте, у нас был второй крит уже, что-то я пропустил. А, нет, вот сейчас будет второй крит. Да по-разному, ворот или скорость, да. Тут смотреть надо. Все относительно, как говорится. Блять, афро, смотрите, блядь, опять афро, да что такое? Хотя в другой момент, конечно, годика 2 назад бы афро. Сейчас нет. Ну, афры. Помню, как я играл, накопил там, начал только играть, накопил 20 жетонов супер рулетки. И крутанул афро, и она мне упала. С 20 жетонов. И я такой, ой, херня, сейчас я себе афру в Е4 как бахну. Короче, подкопил побольше жетонов. Короче, крутанул, мне ничего не упало. Потом еще раз столько же, опять не упало. Короче, я потом просто понял, что это была замануха. Что мне афро дали за 20 жетонов супер рулетки в самом начале игры. Короче, эта игра умеет заманивать. Артефакт какой? Шкурки дракона, шлем. Это еще можно как-то накидку эту на уворот. Вот. Варианты разные. Пробуйте, тестите, как говорится. Диана упала. Ну, нормально. Смотрите, опять Диана уже. Уже сегодня не вечер жопы точно. Так, по-моему, если я не ошибаюсь, 90 осталось. Ага, 90. Эцио, Танатос, Нефертити. Танатос ПВЕ. Супер круто. Нефертити, середнячок, яйцо. Вообще ни о чем. Как-то так. Поэтому, если бы кого-то из этих выбирал бы, я бы по пользе бы я выбрал бы Танатос. Если есть копии. Ой, господи. Сон клоунит. Жуть. А еще крутить 500 чеки. Еще тестить вонг, да? Ну ладно. Так, что-то я пропустил. Что у нас тут? Нам надо... нам надо дойти и там еще 4 чеки спустить. Угу. 1440 сейчас крутим. Это будет сотка, получается, в сумме. 3. Я вообще не понимаю, как тут накопил столько чеки. Я что-то не лил куда-то, да, похоже? Похоже, где-то куда-то не лил. Так, все. Только Диана, получается, и Афра. Которые, в принципе, нахер не нужны. Ну все, горит. Бум. Еще одна Диана. Ну, неплохо. 2 Дианы. 2 Дианы. Что у нас, кстати, по Диана вообще, в принципе? Все, Дианы есть. 2 Дианы. Есть и... И тут Диана десятка. Вообще нормально, слышите? Еще одна Диана. 3 Дианы. А, слушайте, вот все, Е4 Диана здесь в кармане. Вообще отлично. Отличное залитие здесь. Так, давайте скин возьмем. Ложись спать, говорит. Нам надо добить. Так. Экзир. Жуть, Экзир. Писец, это провал. Так, ладно. Экзир это провал. Так, что, ну все, в принципе, у нас мейн остался, получается. Единственное, надо будет там потом перезайти, купить 5-й круг. Так, ага. Ну, в принципе, тогда все. Что, тут закончили. Переходим на мейна. Ага. Так, переходим на мейна. Стоп, немножко сузим. Погнали. Мейн. Угу. Так, тут у нас по чеке 440. Более, на чем мне придется это? Расчехлять мои стратегические запасы. Чуть не хочется. Как так вышло-то? Супер инвайт это закрыл. Ой, Херомастер не закрыл 2. Сейчас давайте десятку сорвем хотя бы с этого. Десятку чеки, если что, поимеем.
Да все, все, я прекращаю зевать. Давайте без зева, правда что. Ля. Херомастере закроем. Так, с трешками тоже в порядке. Угу. Два. Так, все, херомастере у нас закрыто. Того это еще десятка будет. Угу. Суспект, иди спать, говорит. Так. Все, как договорились, льем сюда. Все, погнали. Заливаем 500, зло, там видно будет. Вообще что-то как-то пошло не очень. Ну, он корм пошел. Раздуплился на корм. Угу. Так. Угу. Женечке передать привет. Передаю привет. Вау! Элита! Элита, ребят, ходок. Да, так себе. Похоже, чувствую, короче, что ничего кроме корма мне не светит. А я тут на могилу роток разъявил, понимаешь. На телеке, да, наверное, прикольно смотреть. Мгм. Мгм. Так. Пока все вообще плохо. Не нравится мне дропец. От слова никак. Еще и корм херово падает. Вы прикиньте, да? О, Анубис. Пф, отлично. Неплохо. Анубис упал. Итого, если взять пак, у меня будет в кармане, получается, и 4. Потому что копию я возьму с этого. Че на твоем? Че на твоем, Саша? Ты про чё? На моем, говорит. Ты что имеешь в виду на твоем? А, на твоем телеке? Говорит, на твоем. Так, 87. М, Бомба. Бомба с крита упала. Так, ну, в принципе, у нас еще 2 крита в запасе есть. Понятное дело, что с обычного этого ни хера ничего не падает. Это шанс, блядь, ну хер знает насколько, на 1000. То есть, если вот, допустим, посмотреть, да, когда просто так суперлитка упала вне этого, ну это вообще же скач. Даже с обмена чаще падает. Просто вне крита элита, чем здесь вне крита на чеке упадет что-то. Вот. Так. Вот, в принципе, а что? Тут под 0 надо сливать без вариантов. Тут надо сливать под 0. Хотя вот, типа, сейчас считалось, что как будто, типа, там элитка упала. Ну, Цезарь я имею в виду. Это же Цезарь, типа, полуэлита считается. Ну, то есть вот этот корм, допустим, он вообще в стате не учитывается. Как этот, скажите. А каша упала. Ну, каша такое себе. Берегом пошла. Так, 41 у меня осталось. Сотка ЧК уже слита. Так, ну, в принципе, надо, наверное, это, слышите, надо, наверное, брать 5-й круг. Так, сейчас я подготовлюсь. Так.
Мгм. Так. Так. Мгм. Ушло. Сейчас пятый кружок я возьму. Так, выйду пока. Так, тут зайду. Бомба из желания. Да, бомба это, конечно, никогда не забудем. Просто бомба дропнулась. Мне кажется, это вообще топ было. Так. Мгм. Так. Собака iCloud. Мгм. Так, пятый кружок 12 чеки нам даст. Ну да, в любом случае придется мои эти запасы расчехлять, представляете? Вы не поверите, но это так. Обидно. Ну ладно, что делать. Так, все, пятый круг я взял. Все, у нас есть еще... Давайте залутим тут все, что есть у нас. Тут чеки еще десятка. Кстати, есть тут еще в нычках, по-моему, чеки, да, немножко было. Вот тут еще есть чека, давайте обменяем. Ваучеры, как говорится. Еще чеки. Просто так не хочется расчехлять. Это мой неприкосновенный запас. О нет, 79 и чуть-чуть. Блин, ну придется даже на 20-ку раскошелиться. Ай, на 21 даже. Мне больше негде же чеки нарыть сейчас, да? Вот носи вот так вот сходу. Никто ж не знает где. Наверное, нигде. Нигде. Ну ладно, чё. Чехлим, как говорится. Чехлим. Так, 21 нужно, да? 140 тысяч было. Ну, так вот. Все, сотка. Сотка ровно. И у нас как раз есть еще на крит... пока же и на крит еще нам хватит как раз. Там, то есть запас есть, не надо будет допчику тратить. Так, у нас был Анубис. В принципе, ладно, что сойдет Анубис. Так, Анубис. Копию, я вот говорю, хочу забрать. С этого, скажите, с сундучка возьму здесь копию Анубиса. Ну, из сундучка за жетоны возьму. Как раз будет 2. Ну, вот 3 надо, да. Будет Е4. Не Е6, конечно, но попробую еще раз сливануть. Может, покручу там. Сейчас синих подкоплю. В следующий раз же еще 500 же сливать по-любому. Ну все, последняя десятка с критом, как говорится. Давайте с Богом. О, отлично, могила. Слушайте, замечательное открытие на самом деле. 2 могилы и Анубис, я считаю, отлично. Потому что бывает вообще ни хера ничего не падает. А мне могила как раз очень-очень-очень нужна. Я вообще жалею, что, блядь, я ее не взял на возвращение. Меня уже потом осенила гениальная идея с мультимогилой. Ладно. Так, Гаргона не падала, ну и ладно. Ну и хер на нее. Так. Итемы, да? Мы же это... Господи, зашел не туда. Так, Glory Celebration. Тут же ничего брать не стоит, правильно? И поэтому берем здесь вот эту бабуйню. Открываем скин, смотрим. Тоже интересно. Так. Еще один Ланнистер. Отлично, у меня будет 2 Ланнистера. Да, ну это знак, значит. Ланнистер просит... Ланнистер просится... Это скажите... Ну, на самом деле, условно бесполезный скин. Ланнистера я вообще уже у меня выпал. Без ниоткуда и никуда. Вот, у меня тут Ланнистер есть. Давайте мы его хоть покажем, что ли. Пусть будет вот так. 2 морды будут. Раз Ланнистер. Они вообще голые у меня. 2 Ланнистер. Бум. Так, отлично.
Все, скрываем мы. В квестах ЧК. У меня в квестах нет. В плане в квестах ЧК, что-то я не понял. Ну, я там закрыл квесты. Ты имеешь в виду в квестах? Все равно не понял. Так, прошу прощения, нам сюда. Вау, копия Анубиса. Учитывая, что я на него вообще пиво не лил. Так, отлично. 5 копий Вонг. Собираем Вонг, да. Корм у нас готов. Останется ей только камень прокачать. И это скажите. И Е6 сделать. Так. Так. Бум. Ой, ген конвершн, да, у нас? Так, а я же хотел, получается, попробовать ее со слезой. Хотя ладно, пофиг. Короче, делаю ген. Если что, поменяю. По классике сейчас возьму на S1. На живучести. Вот генов. У меня здесь 227 тысяч. Ну вот насчет того, что где много генов. 227 тысяч. Из них, смотрите, у меня сколько есть, 6 героев. Вот это вот много генов. А вон там было немного. Так, берем ХП. Берем старт битвы. Это однозначно правильный ген. Для ПВЕ берем ей вот это, да? Мне же ПВЕ надо ли крит взять? Ладно, похер возьму крит. Ничего, перебьюсь. У меня в ПВП и так нормально. Солнце Монако. Ну, блин, не дошло еще. Ром, ты уж прости. Кстати, да, кто не знает, хотел сказать, охеренно, наконец-то сделали сбор этих, скажите, сундучков одной кнопкой здесь, да, собрать все. Блин, как этого не хватало. Это самый гемор был. Я на самом деле из-за этой херни на некоторых твинах даже не собирал. Так у меня все собрано. Откуда у меня там будет? У меня ничего нет, я квесты все собираю. Сейчас нет смысла их копить. Так что вот как я там возьму в 6-7 квестах. Да ладно, что, как бы, это ничего страшного. Расчехлил базу, расчехлил. Вот еще бы сделали, блин, одной кнопкой здесь апать сразу. Все, я не знаю, там. Хотя бы с подтверждением, там, апнуть максимум. Там, да, бум, она там. И все. Такого нет, это вот прям расстраивает. Апгрейд. У меня беда вот с этими камнями. Блин, какая же у меня беда. Я так бездумно на всякие рефреши слил, и сейчас у меня реально не хватает. У меня вот этих вот розовых камней уже херово знает туча, блин, я не знаю, что с ними делать, а апать я ничего не могу. Сейчас коплю хотя бы до, не знаю, хотя бы до 500, 349 тысяч. На рынке тоже сейчас скупаю их постоянно за голду. Короче, прям я не ожидал, что вот я по ним так просяду. Но это всех ждет. Это ждет всех. Тем более сейчас, когда все жоп там соберут, начнут нору бурить такие, хихихаха, потом упрутся вот в это добро. Хотя, ну, как бы там, именно если там выше 21 камня что-то апать. Попробую ее на скорость сделать, не знаю. Вот смотрите, мне уже, блин, вообще... О, фу, все, больше не буду апать. Вот смотрите, да? У меня 1259 вот этих уже камней. Если что толку, я вот... Смотри, 10к надо на... Потом еще... Ну, самая жопа рефрешами очень сильно срубается. Так, надо шмотки нормальные, да? Давайте артефактики возьмем. Такой. Или наоборот, или шар дать. Блин, я тут артефакт забыл купить. Вообще такой фейл эпик. Причем этот купил, блин. А тут не купил. Ну, хотя, в принципе, чё? Ну, ладно, чё, шлем один, да. А чё это, кстати, этот артефакт снят, я не понял. Чё, Гаргона как-то переодел? Гаргона у меня что-то с этим, с этой херней здесь. Непонятно. Непонятно, товарищи, непонятно. Почему так вышло? Ой,
Что, я ботинки, блядь, делал? Господи. И вот это надо, жука вот этого надо. Так, Вонг. Вонг. Ну, блин, ну не знаю, давайте шлем оденем, а что делать? Шлем нормально, да? Пойдет же. Так, и шмотки надо с кого-то содрать. Давайте посмотрим, кто у нас одетый. Есть одетые у нас? О. Вот у нас первая жертва. Вообще офигела, одела себе красный костюм. Непорядок. Надо будет попробовать, конечно, рассмотреть и билд на скорость. Потому что скорость, ну, как бы есть приоритетная, и ультовать, как бы, по-хорошему надо. То есть, по-быстренькому, да, лупить. Вот. Тем более, она там приоритизирует цели. Ну, я думаю, и так сойдет. Так. Ага. Ну, в принципе, все. Можно потестить. Давайте потестим. Ну, в принципе, пока потестим, давайте еще раз вернемся на event, да. То есть у нас, получается, разрабы ввели новый event, который называется там какое-то празднование славы. Смысл в чем, да? То есть чемпионы предыдущей лиги, да, занявшие первое и третье место, они вот здесь показаны. То есть, что это такое? Это типа как у нас фестиваль на пиве, да, но немножко другое. В чем сходство? Первое. Сходство это в том, что с компанией Daily Mail, да, мы получаем итемы, да, предметы, которые позволяют лупить этих типа героев. Ну, как мы, допустим, там лупим на пивном ивенте всякие там тарелочки, горшки, там, да, и прочее. Вот. Только разница в чем? Если там у нас по тратам идет как 50, да, 35-25 надо ударов нанести, то здесь на всех десятка. Если мы вот сюда вот нажмем, да, то увидим, что тут дается, да. Вот, допустим, за первое, если мы первого местного будем, вот Криса будем лупасить, да, и у кого-то там другое, то... не, вернее, у всех одинаково, да. Если вот мы Криса будем лупцевать, да, получим с 30% шансом там золотую медальку, там пурпурную, да, там фиолетовую эту, и синюю там, да, с 30%. С 30%. То есть самый вот желтый, самый бичок, да, у него 5-3-1, то есть видим, да, везде 5-3-1, везде одинаково, только разный шанс. Что важно отметить, да, обычным смертным, которые не будут донатить ни рубля, доступен только вот этот магазин. То есть у нас здесь за event там даются все эти виды медалек. И мы тут можем купить сундук, да, из которого рандомно выпадет любой из этих скинов. Либо там сундук, которым выпадет рандомно один из этих героев. Сами видите, да, здесь что только тут нет. Вот. Остальное всякая мелочевка, там, бичарство, да. Дальше идет уже фиолетовый магазин. Смотрите, он у вас всех закрыт абсолютно, ну, кроме тех, кто попал в лиги и участвовал. В Суперлиге и попал в топ-32. Им за это, за победы, вот напомню, дают... Где, кстати, эти штуки? Слушайте, у меня пропало. Видимо, с начала мемента пропали. Короче, дают конвертики. Они здесь видны. Вот, сейчас покажу. Да, конечно, можно, все же играют. Вот, конвертики вот эти дают, да, видите? За гонку дают конвертик участия вот в первом фиолетовом, получается, магазинчике. А за выбытие уже дают золотой. То есть, поняли, да? Если вы хотя бы попали в мировых, у вас будет доступ к этому магазину. Если вы вышли из гонки и попали уже в плей-офф, да, на выбытие, у вас будет золотой магазин. В чем, в принципе, разница? Простая разница. В этом магазине у вас есть возможность перекупить копию любого героя за фиолетовые монетки, да, ну и скины тоже. Элиток замечу, вот, любую. В золотых, естественно, все РС, скины и герои. Плюс еще есть здесь вот эта вот шкала. В каждом магазине. Если у нас в основной шкале мы тут лупцуем, да, этих чемпионов, копится у нас панелька, и тут получаем вот алмазики, там, да, 50 синих монеток, дальше 50 фиолетовых, тут 25 золотых, тут вот опять алмазы, тут рубчики. Ну и, в принципе, тут все то же самое повторяется условно. Вот какая-то херня, crazy fun какой-то. Соответственно, здесь тоже есть шкала, но она копится по-другому. Когда вы здесь что-то выкупаете за эти монетки, вам дается вот это количество очков. То есть купите там копию Витаса, сюда 300 получите очков. Тут, соответственно, другие призы.
Вот. Тут и цепи есть, там и 10 камушков, и 100 золотых монеток, а тут артефакт любой на выбор. Но это просто надо понимать, что задонить нереально, поэтому забудьте сразу. У тех, у кого нет доступа, то есть кто не попал в мировую, открывается доступ в магазин за 20 баксов. Я считаю, как бы это вообще приемлемый донат, чтобы получить копию хорошего героя. То есть если вы, допустим, закрыли 400 круга, да, смотрите, у вас получается здесь будет, ну, сколько, 300 вот этих вот камушков. Подождите, нет, 5, 4, это получится 240 у вас будет, да? Смотрите, да? И в этом магазине смотрим, допустим, копия вот последних топчиков всех стоит у нас что? 360. Вот там, допустим, Вонка, Анубис 360 Рэй, вообще 300. Вот. То есть имея 240 на руках за 4 круга, допустим, 220 баксов потратили, открыли магазин, но чтобы 20 баксов потратить, вы еще получите 100 таких медалей. То есть копия у вас за 20 баксов, то есть элитного нового героя в кармане, которого в магазине, допустим, сейчас нет. То есть закрыть там, да, последнюю до Е6 добрать, там, ну, это, считаю, очень круто. Вот. У кого 5 кругов и там открытие, им даже донатить, скорее всего, не придется, потому что они тут доберут за итемы. Вот здесь. 240 камней, да, я же сказал, Люк, 240. Будет 340, но здесь еще вот закроешь здесь 200 очей, получишь еще 50, все. Там уже топовый, ты получишь копию. Да, вот я вот возьму себе Анубиса. Смотрите, да, ну золотой магазин это для супер упоротых донов на самом деле, потому что здесь уже ценники совсем другие. То есть, первое, золотых медалек вы нигде не получите, только здесь за закрытие, их тут всего 25. А второй вариант, за закрытие 6-го круга, здесь вы получите, тут надо 50 баксов потратить, во-первых, чтобы открыть круг, слить еще 160 чеки сверху, и после этого вы получите 100 золотых. И всего будет у вас, грубо скажем, 125, да? А что вы за 125 можете взять? Да вы ни хера не можете взять. Тут, вон, жесть вообще всякая. Тут он до Элизабет сраная 120 стоит. Ну, блин, бред сивой кобыл. Хотя Тереза он 120. Вот. Это Тереза. Это, блин, скажите, это скин Тереза. То есть тот же Каслан 145. Поэтому золотой я даже не заморачиваюсь. А вот тут вообще, конечно, призы лютейшие просто. Вот. Ну, это фигня, вон, слезы Нила за 1700 очей. Ну, короче, типа похоже, как в Черной пятнице. То есть примерно понятно, я думаю, всем, как это работает. Вот. Ничего сложного здесь нет. Вот. Максимум можно, видите, монеток здесь вот столько собрать за пулево. Хочу еще отметить, тут не получится, тут за алмазы же можно покупать эти проходки. Тут максимум 500 проходок. То есть 10 тысяч алмазов слить, вы получите 500, ну и вы дойдете где-то, ну у вас будет где-то 500. Вот. Ну, сильно, говорю, не раскочегаришься. Ну, до 1000, ну, как бы, без доната, мне кажется, 1000 не взять здесь. Не получится. 1000 поинтов надо налупить, ну, нереально. Потому что, не забывайте, здесь, если в обычном фестивале где-то обычным плюс 450 где-то копилось, вот. Не, ну Каслана можно взять, ну, можно, да, там, можно взять, если итемы, там, я думаю, тут вот надропается, скорее всего. Да, может. Ну, 6-й круг надо лить. Опять же, этот Каслан должен быть тебе нужен. Короче, как-то так. Вот. В принципе, с эвентом разобрались. Эвент на самом деле интересный. Он такой прикольный. Вот как минимум, то есть вот эти вот приятности, которые можно получить без доната. Особенно скинец тут какой-нибудь красивый, это круто. А тут минимальный донат и копии героя. Ну, есть небольшое удовлетворение от этого эвента. По крайней мере, он уже не надоевший. Как все раньше остальные. Вот, видите, я вот эти зелененькие теперь всегда покупаю, когда вижу за голду. 6 героев, 6 звезд, 150 уровня. Не, ну, дальше нападает. Посмотри посмотри мои стримы начальные. Вот, там есть, как бы, для новичков, там будет рассказано, что да как. Так, ну что, ребят, давайте сходим. Кстати, у нас уже вонки есть и 6. А вонки 6 у нас кого надо? Хаос лупить? Нет, кого нет, нам на зло лупить. Давайте сюда зайдем с вонку, мне просто интересно. Как она тут будет с ветянами? Мы сможем кого-то убить, интересно или нет? Нет, Раши тоже уже ждет сбора. 5 копий в заначке лежит. Ветяны эти. Ну, ветяны урона не будут наносить, ну.
Кстати, если бы я Раша бы вывел бы в Е6, то я бы наверняка бы смог бы этот уровень под вонг бы забурить вообще без проблем. Ну, тут Витяна вроде лупасит, да, неплохо. И голые у меня эти. Смотрите, сдох. А чего он сдох, кстати? Я так и не понял. Ну, как минимум он сдох, потому что у него не было этого армора, нифига, ни оружия, ничего. Да и пофиг на него. Ну, смотрите, даже Витяна что-то накидывает. Забавно. Ну, живучесть потрясающая под вонг на самом деле, не уступающая Оливии в чем-то. Вот, есть свои офигенные плюсы. Это то, что как бы барьер работает как S1. Я уже это говорил. Я прям балдею от нее. Отличный герой. Ну и в Наре она просто королева. Вот. В Наре она имбовая. Тем более, кто если сейчас взял артефакт этот моднявый, который, хотя там, наверное, все-таки вуаль ей больше подойдет. Я больше все-таки за вуаль. Да, хп там поменьше, но в целом ей урон нужен. 11... А, блин, слушайте, тут просто мне урона не хватит. По-любому, это была бы у меня Раши бы Е6 бы. Размотал бы вот это все добро вообще без проблем. Все. Ее томаты убили. Да, мы не убьем. Ой, блин. Давайте еще раз просто лупанем, посмотрим там вот эти все уроны и прочую фигню. Так вот как-нибудь сделать. О, смотрите. Вонг еще мало того, что она лупила, так еще и налечила он на 469 лямов. Отлично. Отличненько работает. Так. В ПВЕ, в принципе. Кстати, вот тут еще вот этот тварик, кстати, думал... Ой, блин. Сейчас вот, блин, вот просто раздражает. Они намудрили здесь вот с этой херней. Лучше как раньше бы сделали все. Какой-то вот реально херней занимались, вот честно. Писец какой-то. Я ничего сейчас не могу сделать, блин. Придется ждать, когда эти порты отстреляются. Когда настреляются от души. Так. Блин. Господи, да Коля. Ой, жесть. Уже пропуск бы давно бы сделали этого говна, нахер никому не нужного. Так, не, сюда мы не пойдем. Я не выдержу столько смотреть. Так, можно вот, кстати, сходить сюда. У меня, кстати, проблема с этой козой. Я не могу себе всю пачку никак подобрать, которая будет нормально, это, скажите, очи здесь забивать. Давайте вот сейчас с вонг попробуем как вариант. Может, получше будет. Можно томаты еще, кстати, можно было добавить. Сейчас же вонки есть, точно. Не, все равно что-то плохо. Что-то таки вообще слабо рубает. Давайте попробуем томаты добавить вместо таки. Блин, таки тоже нужен тогда. А если добавить Оливии одного? Ну, вообще в описании Оливии четко написано, что она лечит по краям всех. Спереди, сзади, слева, справа. Спереди, сзади, слева, справа. Так. А если, допустим, вообще Оливу убрать? Давайте попробуем Оливу убрать, посмотреть, что получится. И вот таки взять, да? Что будет? Давайте посмотрим. Мне кажется, будет херово. Что Олива есть, Олива все-таки. Блин, она у меня еще это, слышите? Сейчас контроль станет и все. Да, я про это и говорю, блин. Но хотя она накидывает все-таки это. В начале боя. Барьеры все вот эти вот. Ну вот барьер, смотрите, да, сейчас это сработал. Вот, кстати, против Памелы не особо, потому что у нее отложенный же эффект. Да, поле там стоит. Это все, конечно, супер отлично. Вот все живут, да, но и одновременно они с контроля не выходят нифига. Но они под салом, да? Смотрите, как сало работает отлично у вонг. Прям превосходно.
Поэтому вонка и на боссах на месячных вместо Оливы намного лучше будет. Потому что ей, ну, хилить-то и не надо на самом деле. Зачем ей хилить? Вот, блин, смотрите, вот вообще же скачет. Тут бы рады там все урон нанести, но из этого не выходит. Все, томат отлетел. Да, так себе. Не подойдет этот варик, вот, потому что замедленное действие. Так, с боссом понятно. Так, блин, я не знаю, есть ли смысл посмотреть здесь. Ну, давайте сходим один уровень. Я на 8.5 просто стою, я что-то фармлю. Давайте вот просто сейчас сделаем пачку, такую пачку убийцу. Вот это уберем, вот это уберем. Там, да, ставим Оливу, Реца и Вонка ставим. Кослан даже уберем. Вот так пусть будет, да? Неплохо? Давайте вот троечка это. Троечкой пойдем. Я вот думаю, с ней двинуть, что ли, это, скажите, в этот, в путь. Он, я говорю, под полем. То есть сейчас вот, когда мы тестили тогда Е4, то есть поле сбривалось так достаточно быстро мобами. Сейчас он под полем стоят, вообще никаких проблем. Получают свой Purify в начале раунда, налупливают. Отлично работает, суперски. Так. Ну вот, допустим, да, тут у нас что? Не, ну тут бичи, я даже не хочу на это смотреть. Это реально бичи. Так, а вот тут у нас что? О, тут поинтереснее, давайте глянем. То есть вот, видишь, ты про Оливу спрашиваешь, видишь, как я всех поставил? Вот слева, справа вон Вонг стоит и мои спереди Рец. Вот Олива их всех лечит. Чуть-чуть пробили Рецу поле. Вообще изнасилование. Даже не вижу смысла. Ну, то есть до 8.9 там вообще никаких проблем не будет. Ну, я потом потестю. Давайте посмотрим в PvP. В PvP я не знаю, если честно, кого тут лупасить. Давайте Такаши полупасим. Он, кстати, себе тоже Е6 сделал. Вот. Ой, что это у меня за состав тут вообще стоит какой-то непонятный. Я хотел потестить Терес. Снова хотел потестить Терес с Оливой. Так, хилка. Так, Кослана надо поставить. То есть как-то вот так вот сделать, да? Вот эти у нас ребята без хилки. Остальные все с хилкой, да? Будем смотреть. Вот. Что получится. Поля. Ну да, тут изнасилование, конечно. Так или иначе. Но поля работают, как ни крути. Тереза он всех печатает дружно. Блин, все-таки надо Нила попробовать и накинуть. Энергия все-таки нужна, да? Ну тут писец, конечно. Какой-то изнасиловал. Тереза насильничает вообще жестко. У нее даже Реца, кстати, нет. Заметьте, да? Мне он нахер не нужен. Так. Сейчас мы вот этот уберем костюм. Блин, да, что толку? Все равно маловато скорости, конечно. Так.
Одеваем вот это. Угу. Что у нас получается? 1638. 1638. Не, блин, мало. Даже если... А, сотка. 1738 будет. Интересно. Слушайте, интересно. Интересненько. Давайте сконвертим на скорость. Блять. Я конвертить так не хочу. Блин, да. Понимаете, просто уходит жесть. Все, блин. Много конвертов не надо было, слава богу. Раньше за голду, блин, думаешь, голда, ё-моё. 1738 стало. Смотрите, 1738 с обычным камнем. У Терезы 1778. То есть его 40 скорости разделяет, на самом деле вообще немного. То есть если взять сюда, допустим, будет 21 камень, это сколько? 115? Блин, да у него вообще... То есть получается, это что у нас получается? 1776, а у этой 1772. То есть она быстрее, чем ты будет. А, еще, кстати, у меня база не прокачана, еще замечу. До конца. Еще пятак есть. Ну, блин, прям интересно. Билд на скорость именно. Интересно будет работать. Вот, но это надо цепь вставлять. Ради вонг, не знаю, это ж... Хотя, может, и надо. Ну, это как бы, да, один из героев, которому прям саппорт именно, которому билд скорость. Но это надо, блин, этот, скажите. Хотя, в принципе, и сапоги зайдут, наверное, обычно, не обязательно с энергией. И теоретически тогда можно вообще это накинуть. Но она сейчас просто не под хилкой, поэтому я рисковать не хочу. Но в целом... вот сейчас мне интересно, а почему не сработала этот Purify не сработал на ней, когда она под полем Витаса была? Что-то я не понял. Да нет, ничего, у всех с разных фракций стоит. Это нормально. Блин, ну это насильничание какое-то, конечно. Чем мне возвращаться на этот сетап, что ли? А, ну хотя, блин, у него реца нету. Давайте против ниндзя попробуем. У ниндзя-то рец есть. Он сегодня вывел немножко его. А, ну я тут его запечатал, все. Вот о чем, кстати, речь была, да, что печатало жесткое происходит. Кстати, вот неплохой ему сетап этот собрал, Сараши который. Он этого Вета прорубает сетап, который вот лупил перед этим. Надо что-то другое собрать, попробовать. Может попробовать Вонг плюс Рэй. Не, ну что-то Терезный, конечно, жестит. Прям просто писец. А, я сейчас... давайте я сейчас попробую это... бразильца нашего бахнуть. Давайте попробую нашего бразильца бахнуть. Он так-то сильный у нас очень. Он у нас очень сильный. Вот он. Угу. Вот этим сетапом, который вроде типа как пробивает. Вот, смотрите, да, у Вонг бам и все. Ну, тут, да, короче, что-то это не получилось, простите. То есть, в принципе, уже невооруженным взглядом видно, да, что очень сильно живучесть повысилась с Вонг у пачки. Так, ну это понятно. Заметно. Как минимум в том, что... Так, вот сейчас Рецу не... А что он ударил, кстати? Непонятно, что не понял фишки. Да, тут насильничание. Жесткий пак какой-то я собрал. Ну, блин, можно собрать что-нибудь другое. Ну, как у него наподобие что-нибудь.
Ну, тут опять это не повезло ему. Что это, скажите? Видите, да, Тереза, о чем я говорил, то, что они против Реца работают. Энергию снял. Вот сейчас энергию не снял. Вроде даже не запечатал. Сейчас посмотрим, что будет. Смотрите, он все равно его что-то это с ульта не ударил, а с ноги только полупил. Какая-то дичь. В плане Терезы взять султан. Я сейчас другую пачку переделаю, что-то это жесть какая-то. А, вот смотрите. Вот все живые остались. Все отработало, где-то S1 отработало, где-то Лива отработало. Все, сейчас все под полями. И все, мне кажется, конец будет. Вот, смотрите, да, бам, раунд, подпурифайлось. А, нет, смотрите, он сейчас срубило. Он срубил. Срубил. Но все равно это не помогло, конечно, никак. Он Оливу, да, вырубил? Вот сейчас тоже может быть интересно. Давайте посмотрим. У нас под полем. А, нет. А что происходит? Он же под энергией. Почему он с ноги бьет Каслана? Или это Каслан на него так работает? Ну вот сейчас он энергией затарился. Бам. Бам. Смотрите, да? Срубал. Все равно пробил. То есть достаточно много он захавал. Но это ему не поможет на самом деле никак. А Каслан, кстати, не под хилкой. Ему так хорошо, я так понял. А, вот смотрите, пробил. Ну, все живые остались. Тут, кстати, может быть результат другой. Смотрите, Олива в этом стоит у нас. В поле стояла, по крайней мере. Все, уже не стоит. Бум. Бум. Да, не помогло все. Ну все, это конец. Это финалочка. Так, ну давайте сейчас другой состав попробуем. Какой-нибудь против него. Таки он силен. Так, ну тоже Свонг. Классический состав какой-нибудь, да? Терезу убираем. Вот это вот ребята все. Каслана тоже уберем. Что-нибудь попробуем такое. Олива, само собой. Берем ее. Что у нас тут еще? Что можно взять? Ну, не знаю, Мэй там, да? Мэй же тоже можно? Можно. Так, Каслана не беру. Не знаю, Таки. Таки взять. Так, что-то я запутался. Так, ну Вонг тогда без хилки, да, оставляем? Вонг может вперед поставить? Нет, Вонг не надо вперед ставить, лучше назад. Вот так вот, да, что-нибудь? Блин, ну я не знаю. Давайте еще Гаргону поставим. Тогда если Гаргону без хилки, тогда вот так вот делаем. Гаргона без хилки, тогда вот так. Вот так, вот так. Что-то типа такого. Не-не-не, не надо. Одну Терезу это же мало. Бум. Бум. Вроде живые все остались. Не, он Тереза с ноги он бахнул, видишь, Султан, ты говоришь. Ну все отпурифайлись. Он, смотрите, он фул энергии, он сейчас какую плюху даст, сейчас все подохнут. Лива сдохла. Лива сдохла, конечно, бедняга. Не, ну он реально был заряжен. Там без шансов, мне кажется, он бы любых пробил. Да, забавно, конечно, вышло все это дело. Ну тут да, все, конец. Ну, в принципе, вот такая пачка, которая может быть у всех. Ну, многих, кто там грамотно собирал. Такие, эти все герои есть, в принципе. Вот, плюс-минус там что-нибудь. Не, ну хотя да, я загнул, нет, это слишком жирно. У меня получается Вонг и это Вонг плюс Рец не у всех точно. Да, я загнул. Значит, надо кого-то убрать. Бум. Бум. Не, есть, живучесть есть, факт. Живучесть есть. Так, ну давайте что-нибудь другое. Вот тогда, стоп, уберу сейчас тогда Реца уберу, допустим. Рец, да, слишком уж сильно рубает. Давайте поставлю... Ой, два таки поставлю, да, пусть будет. Да, болтак. Гутен так.
Хотя 2 таки тоже не у всех. Ну, это тут уже по желанию, кто хотел зарубить. О, видели, да? Вы видели это? То есть плюха прилетела с ульта и выжили. О, нет. Вонг отработала это, слышите? Хера себе, тут какая-то колбаса началась. Вы видели это? Просто колбаса, реально. Смотри, смотри, смотри. Вы видели это? Вообще пипец. Рец 2 ульта атаки выдержал. Это просто дичь. Это просто дичь, ребят. Это был пипец, конечно. Да, Рец, конечно, может. Жуть. Я просто в ахере вообще. Но он все, правда, все поле у нее съелось. Это его общество душ его дуба дало. Да, вон, блин, конечно, важненько поле, чтобы было. А что, кстати, поле сейчас не было? А, вот, все. Что-то глюк, походу, был какой-то. Бум. Бум. Тут единички. Сейчас Рец опять... В Рец вообще нажрался он. Поле отработало одно. Вот сейчас опять выжили. Видели, да? То есть после первого ульта, если бы там все бы отлетели, в другом случае, то есть поле заблокировало один удар. Второй удар уже да. Угу. Интересный расклад получается. Жалко, мы на руку, конечно, сходить не можем. Ну, ничего страшного. Смотрите, мы уже достаточно долго рубаемся. Один таки у меня отлетел. Ага, 3 штуки. Каждому порез. Ну, поле мне нравится, как у Вонка работает. Прям превосходно. Вот. Вот, смотрите, уже Рец с последних сил под Оливой стоит. Держит удар. Правда, ничего не остается. Сейчас он опять свою плюху даст, кого-нибудь убьет. Ну, он убил. Ну все, тут без шансов, конечно. Сейчас Мейд закарает его. 11 раунд, представляете? О, ничего себе. Вторым ультом добил. Вонку желтого. А что за пачка? Вонга пачка. Ну давай зайду, сейчас посмотрим, почему нет. Так, сейчас давайте, ребят, сейчас зайду под Илюхой. Посмотрим. Твою Вонг. Мистер и миссис Вонг. Не, Вонг, конечно, бодрая. Тут ничего не скажешь. Сейчас клиент запускаю. Да захожу. Сейчас клиент грузится. Посмотрим, что у Илюхи сейчас. На дорожку, как говорится. Но в целом, как бы я говорю, что в норе все видели, что она умеет. Вот. То есть, в принципе, это, по сути, чистильщик такой из жестких мобов, да. Да нет, не, Саш, цепи на Вонг вешать, если есть Нил. Без Нила, мне кажется, вообще голяк. Либо нужно дополнительно протестить билд на скорость, как он будет работать. С сапогами ее, допустим, может играбельно будет. Не знаю, смотреть надо, сложно пока так сказать. Вот. Но имеет право на жизнь однозначно. Что я могу сказать? Так, переключаемся на... Переключаемся на Илюху. Так, говоришь, у желтого пачка злая. Давай посмотрим. Так. Чё? Ого! 3 Терезы. Подалила и Аслан. Но это будет жестко, наверное.
Своей основной я его убиваю. Норм. А какая у тебя основная пачка? Кто у тебя из-за места Вонг? Так, у тебя олива, олива. Так, Вонг. Тут этот стоит перец, да? Угу. Давай посмотрим, что тут у нас. Ну, Тереза есть Тереза, как говорится. Они печатают всех, даже Вонг. Вот. А, у тебя Вонг застанили, кстати. Подожди. Угу. 1663. Да, тут Вонг не факт, то что это в твоем случае. Хотя, блин, в принципе, Малтеэля. Не, сейчас мы должны же пробить. Угу. Угу. Рец. Мистер Рец. А если вместо Гаргона кого-нибудь поставить? Давай попробуем так. О, Вонг отработала свое. Прикол. Блин, ё-моё. Обновилось что-то. Ну, как Малтеэль, интересно, действует. Поджирает энергию, что ли, у этого? Скажи. Блин, давно не обновлялся. Давно этот клиент не запускал. Нет. Элизабет не актуальна. Кстати, похоже, ее бафнут. Я прям не чуечка какая-то, что ее бафнут. Ну, ее бафнут настолько же, чтобы она из полного говна стала, ну, полуговном. Да. Так. А у него получается, насколько я знаю, Тереза S1, да, все? Я правильно говорю? Нет, да ничего винрейт. Мне надо понимать, что происходит, а не просто винрейт. Ну, вроде так, мы вообще расхавало всех. А чё Хавок? Мистер Хавок? Хавочет? Нихера себе, как так у нее отожрали столько это. Сдохла. Ну, кстати, Мэй неплохо с Терезами работает на самом деле. Это в том плане, что она первая стоит, и ее начинают тоже все лупить, она ответочку дает. Ну да, видите, работает схема как.
Забавно, конечно. Тоже за место Гаргоны первая мэй тоже неплохо идет. Плюх надавала всем. Давай, да, сейчас посмотрим. Ну, в принципе, вот у тебя что, рабочий же вариант, по-моему, нет? Вот такой вот свонг, если брать. Вроде все под хилкой даже, и даже Мэй еще плюхи раздает. Вообще, по-моему, по изи что развалило. Ну, потестишь. Хавок, а у тебя в друзьях он есть? Хавок же уже давно сдал позиции. А, вот Хавок 3 вижу. А что у него? Две араши. Две араши, два атаки. И Мэй. А, посмотрим. Блин, да, и, конечно, энергию первым ходом бы вообще идеально было бы. Ну, что-то, ну, блин, Тереза это просто, я не знаю, оружие судного дня. Ну, по крайней мере, ничего еще пока не меняется. Ну, вот единственное, что Касланы, да, у них иммун прям вообще жесткий от Терез. А так, в целом, вот это печатание, даже две Терезы жестят. Ну, реально. Просто им достаточно походить и все. Не знаю, может попробовать стоит с S2 этот, скажите, ой, с S2, с T2 попробовать Мэй. Что-то вообще, не знаю. Не, ну на вот это, говорю, с стрязней работает вообще забавно, Мэй. Жуть. Что-то наваляло. Да, гармонь на самом деле многим накидывается. Плюс поле это неплохое. Вот говорю, вот где-то ближе к третьему раунду, смотрите, да? То есть уже вся пачка в полях стоит. Вот, а поле, по сути, это S1. Вот, допом. Бум. Забавно, конечно, выглядит все это. Вот и вон как бы против Таки отлично еще работает в том плане, что вешает сало, да, нейротоксином. Тут не может ходить в начале раунда, просто сразу в камень встает и все. Видели, да, Петрифай и все. А дальше дело техники. Терезам тем же вообще похер. Рецу тоже похер. Ну, достаточно рабочий сетап вот этот мы подобрали. Мы заиграла для меня новыми красками. Ну, короче, как-то так, ребят, да. Отличный перс. Еще раз повторюсь, что кто в него вложился, не пожалеет однозначно. Перс везде пригодится, абсолютно в PvP, PvE. Да, как-то так. Блин, 2 часа, говорю, на час уложимся. Поэтому как-то так. Ну, в принципе, все, ребят. Всем спасибо, кто смотрел мой стрим. На сегодня, наверное, все. До новых встреч. Всем пока.